Голубые горы – это огромный национальный парк площадью 2481 квадратных километра с высокими эвкалиптами, зарослями папоротника, болотами, водопадами, скалами и пещерами, находящийся в одноименных горах. Первоначально горный массив назывался Кармартин, но каждого, кто видел живописные горы, поражала отчетливая голубая дымка над ними. Считается, что она возникает при испарении эвкалиптовых масел более 90 видов деревьев, поэтому в конце XVIII века этот горный массив обрел свое новое имя – Голубые горы. Национальный парк был создан намного позднее. В 1932 году защитник природы Майлз Данфи впервые высказал идею о его создании. Парк был образован только в 1959 году, и тогда его площадь составляла 630 квадратных километров. Помимо завораживающей голубой дымки, уникальность Голубых гор заключается в их необычном, для большого водораздельного хребта составе горных пород, коротких бурных реках, бегущих к Тасманову морю и проложивших в горах узкие глубокие ущелья. Самая высокая точка Голубых гор – гора Виктория, 1111 метров. Флора парка включает характерные виды деревьев австралийских тропических лесов, голубой эвкалипт, древовидные папоротники, акацию, мятное дерево. В составе фауны представлены серый кенгуру, горный кенгуру, болотный валаби, кистехвостые и кольцехвостые опоссумы и другие сумчатые. Много здесь экзотических птиц: рыжая веерохвостка, голубь вонга, прозела кримсона, желтый мухолов, обитающая только в Голубых горах пещерная славка и другие. Когда в Сидней прибыли первые колонисты, Голубые горы считались непроходимыми после нескольких безуспешных попыток пересечь этот район. В 1813 году Вентворд, Блаксленд и Лоусон сумели найти проход, открыв таким образом для заселения западные равнины. Наверху горного хребта на высоте более 1000 метров находится великолепное плато, в котором за многие тысячелетия реки прорезали глубокие долины. Пейзаж здесь великолепен: каньоны с высокими стенами, обрывистые овраги, так что уже к началу 20 века здесь появились 3 горных курорта. Сегодня деревни и города располагаются на горном хребте, который окружает национальный парк Голубые горы, идеальное место для пеших походов, скалолазания и скоростных спусков на веревке. В 1994 году группа путешественников, исследовавших каньон, обнаружила небольшую рощу уникальных сосен в Алеме высотой 30 метров, ранее известных лишь как ископаемое растение. В 2000 году Национальный парк Голубые горы был занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Голубые горы находятся под охраной, запрещен скоростной спуск с 3 сестер, самых известных пиков, подвергшихся массированной эрозии. Голубые горы поражают своим ярким красочным пейзажем, меняясь в зависимости от солнечного освещения, даря путешественникам незабываемые закаты и рассветы. Но они хранят и множество загадок и легенд, позволяя узнать больше о жизни и культуре аборигенов. Визитной карточкой парка являются скалы Три Сестры, имеющие, согласно местному фольклору, удивительную историю образования. К ним ведет гигантская лестница, состоящая из более чем 800 ступеней. Особый интерес вызывают пещеры, находящиеся на территории заповедника. В ложбине Лерохвоста можно осмотреть неглубокую пещеру, стоянку аборигенов, которой около 12 тысяч лет, а в пещере Красные Руки неподалеку от Гленбрука увидеть отпечатки рук и древние рисунки. Также советуем отправиться в скитание вместе с местным проводником из племени Даругов. От его вы узнаете о певучих тропах, которые соединяют священные места, а затем искупаться в кристально чистом Белобонге под радужным водопадом. Кстати, о водопадах. Завораживающий красивый водопад Вентворд находится на самом краю долины Джемисона. Можно часами наблюдать за тем, как его воды низвергаются на камни с почти 300-метровой высоты, и наслаждаться видами долины, гуляя по тропам, которыми она исчерчена вдоль и поперек. Встав на вершину узкого пласта песчаника на Висячей, можно услышать,
как эхо проносится над гигантской лесной долиной, и почувствовать величие природы. Отправляясь в Голубые горы, туристам стоит увидеть подземные реки, доисторические пласты пород и огромные шахты пещеры Дженалан, самой древней из подземных пещер. В ботаническом саду Гора Тома вы сможете перенестись в древность, глядя на сосну юрского периода, одно из древнейших и редчайших растений на Земле. Голубые горы позволяют стать ближе к девственной природе, послушать рассказы о временах сотворения мира, которые буквально пронизывают атмосферу этой дикой жизни. Голубые горы – популярное место среди туристов. Рекордная посещаемость парка была в 1999 году, когда его посетили 1 миллион 45 тысяч человек. На территории парка есть несколько смотровых площадок, с которых открываются захватывающие дух виды на расположенные внизу долины, скалы и ущелья. Для любителей почувствовать дух приключений предлагается путешествие по дорогам Голубых гор, цепи связанных автодорог и экскурсионных троп, которая покрывает 10 тысяч квадратных километров всей территории Голубых гор. Вы можете попутешествовать по близлежащим территориям: МакАртуру, Южному высокогорью, Маджи, долине Хантер и Хакесбери, либо исследовать очаровательные места самих Голубых гор: Кураджонг, горы, Блэкхит и Мегалонг, расположенные на 18 экскурсионных тропах. А если вы устали вести автомобиль, пересядьте на старинный паровоз линии «Зигзаг», который следует по старинному маршруту из Белла в Литгоу. В деревне Катумба можно прокатиться по самой крутой в мире железной дороге или пролететь над скалами в кабине подвесной канатной дороги. Здесь можно увидеть самый высокий водопад Австралии – Валаман высотой 305 метров, который падает одним сплошным потоком. В развлечения также входят горный велосипед, долгие и короткие пешие переходы, поездки верхом или на джипе. Вдоль туристических маршрутов расположены киоски, кафе и небольшие рестораны, которые порадуют вкусной национальной кухней. А с июня по август вы сможете стать свидетелем рождественских гуляний, приготовлением жаркого и пудингов у костра. Что может быть лучше, чем с любовью приготовленная еда и чарующая атмосфера гор? Затем почувствуйте, как бегают мурашки по спине во время экскурсии с духами, или посетите один из ежемесячных пещерных концертов с естественной акустикой посреди сказочной обстановки.